Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Скажу сразу, идея не моя. По такому принципу участницы Тюменского квилт-клуба «Сибирская палитра» собирали большую коллективную работу. Все участницы шили заготовки из 9 квадратов. 8 квадратов из ткани красного цвета, а в серединке зеленый квадрат. И так как у всех мастериц были разные ткани, результат получился очень интересный. Окончательную сборку проводила Анна Глазунова. Куда крестьяне, туда и обезьяне. Меня очень впечатлило это сочетание красного и зеленого, поэтому будем шить свое красное прекрасное одеяло. Размер квадратов сделаем 15 на 15 сантиметров. Все детали разложим стопочками. Шить будем гирляндой. Сначала соединим детали из первой и второй колонки. Строчку делаем мелкой, крепкой. Закрепки делаем обязательно. Шьем сразу весь массив заготовок. Бережем нитки, время, деньги и нервы. Затем отшитые пары разворачиваем и присоединяем к ним детали из третьей колонки. Все детали мы шили гирляндой. Теперь можно разделить их на заготовки из 9 квадратов. Вот на этом этапе надо поработать утюгом, проутюжить и расправить все швы. А после этого складываем детали и делаем горизонтальные швы. И получаются у нас прелестные заготовки из 9 квадратов. Для нашей задумки необходимо 12 таких деталей. Вы же понимаете, что мы не ищем легких путей. Заготовки тщательно промеряем, подравниваем. Затем находим серединку центрального квадрата и делим всю деталь на 4 равные части. И остается самое простое действие. Мы 2 противоположных квадрата меняем местами или просто разворачиваем на 180 градусов. Получившийся блок носит название «Исчезающая девятка». Он один из самых любимых. Шьется просто, выглядит эффектно. Все мелкие заготовки перемешиваем и выкладываем новый узор. У нас в работе несколько оттенков зеленого. Пусть они будут выложены в художественном беспорядке. При такой выкладке полотно выглядит очень интересно. Дальнейшая работа, думаю, уже понятна. Будем сшивать все колонки попарно вертикальными рядами. Можно сразу разложить все остальные детали, чтобы хорошо видеть рисунок. Дальше все квадратики складываем попарно, стопочками и переносим их поближе к швейной машинке. И вот так, удобно расположившись, продолжаем работу за швейной машинкой. Когда прошиты все вертикальные швы, делаем горизонтальные соединения.
И получается у нас очень интересное полотно. Клубника на грядке. Размер 120 на 160 сантиметров. Естественно, что работу с ним мы еще продолжим. Здесь нужна красивая кайма, которая увеличит размер одеяла. Ждите продолжения и обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить мое новое видео. В общем, девочки, я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. У вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Не ждите чудес, чудите сами. Напоминаю, что все мои видео вы можете найти на Бусти. Присоединяйтесь к нашим группам ВКонтакте и Одноклассниках. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!